Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем наконец прокачивать Павлина Рави на 12 уровень, но сегодня не будет первобытного инстинкта из-за того, что нас еще не завезли золотую лихорадку. Я почему-то, прям на 100% уверен, что она будет на выходных, поэтому буду держать себя в руках и вам то же самое советую. Но мы отправляемся качать, наконец-то, эту имбу на 12 уровень, блин. Зебра, волк, павлин, что-то слишком много им. Ну ладно, волк не имба, но все равно слишком много персонажей завозят. У нас разработчики, просто не успеваешь их качать, это уже немножко душит, потому что монеты тоже заканчиваются так-то. Ну да ладно. Вот он, 12-й равик, 800 хпшки, и у нас 6000 хп получается. Ну это неплохо, я думаю, для 12 уровня. Кстати, можно сейчас сравнить с волком, сравним с зеброй по хпшке, чтобы понять, стоит она вот его или нет. Ну и вот такие вот у нас еще есть варианты прокачки, мы их сейчас сделаем, хотя бы центральную линию я точно прокачаю. Почему? Потому что нужно открывать первобытный инстинкт, чтобы он мог выпасть, да, опять же, потому что жетонов уже накопилось много за ивенты. Вообще очень всего накопилось много, сундуков тоже. Поэтому ждем, когда же завезут золотую лихорадку. Брать ли лук или дробовик за 8000, я еще подумаю, потому что монеты просто нереально быстро заканчиваются. Немножко это душит. Ну да ладно. Вот он, открыт первобытный инстинкт. Итак, ну погнали распределим атрибуты, чтобы было более-менее понятно. Ну, как видите, по копью мне уже даже ничего не надо распределять, а там лук у нас и дробовик. Ну, в принципе, 2% дальности, да? 2% перезарядки. Как много интересного всего. А тут у нас дробовик 3% дальности или 3% перезарядки. Ну ладно, давайте тогда докачаем, чтобы все-таки Равик чувствовался получше. Там как раз по одному атрибуту ему не хватает, чтобы быть прям имбой. Тем более это опять же один только пункт. Вот эти два пункта, нажмись ты уже, которые... Вот, ответвления, да? Они стоят как один центральный. То есть, ну, я думаю, это нормально. Считайте, на одну больше просто прокачали. Зато будем намного интереснее дамаж. Итак, тут дальность, перезарядка вкачана. И тут тоже дальность. И вот такой у нас равик получается. Имба, я считаю, готова. Теперь ее пора затестить. Ну и пора уже наконец-то бустануться за 1000 рейтингом. Но перед этим мы затестим немножечко хпшком. На волке и на зебре Паулу. Блин, 5000 жетонов на зебре Паулу, офигеть. 6500 у волка. То есть вы понимаете, да? У павлина 6000, дальник, ближник 6500. Как вам баланс, а? Как вам баланс? Прикольно же? Прикольно, прикольно. А чё не прикольно, да? А чё нет? Так. 6000 у зебры. Два ближника и дальник. Баланс. Баланс. А давайте Тони глянем, кому нужен у нас такой сильный, такой танк типа 6500. Понимаю, понимаю. Ну что, получается имба даже с хпшкой. Офигеть. Вот такой вот павлин. Советую всем его, как говорится, заполучить, потому что такую имбу не заполучить, это, конечно, досадно будет. Но пора нагибать. Затянулось у нас вступление немножечко. Ну, как бы, надо было сравнить, как бы понять, кто здесь имба, кто нет. Ну, я думаю, всем уже понятно. Всем, ну, мне, в принципе, было уже в самом начале понятно. Когда вот это вот появилось, да. Когда вот это вот у него есть, когда вот это вот у него есть, ну... Как тут вообще можно думать, что это не имба? Ну еще и лук, да. Лук бы еще, знаете, пулемет ему дальний бы сделать, а не ближний. Ну, а не обычный лук, да? Так, ну мы тут долутаемся. Аптечку, там копье. Я извиняюсь, ребятки, что-то тяжело. Копье взяли. Ну и можно нагибать. Тем более у меня сандали святого, ботиночек, нужно не забывать об этом. Но опять же, эти два артефакта очень сильно подходят Равику, потому что у него гранат нету. Как бы ему тройные не нужны. О, кстати, ник с тройными, смотрите, офигеть, да? Такое даже бывает в этих боях. О. Так, ну нам сейчас нужно лук залутать. Тут, сюда лук, быстренько. Лук. Кому он нужен, да? О, противнички. Смотрите, ребятки, сейчас будет куча киллов. Быщ. Блин, промахнул совсем. Ну ладно, сейчас мы бахнем красивенько. Тыщ. Ля, какие дерзкие там ребята, ля какие. Ля какие. Ля, там еще... Там Никс наш залетел, откуда он взялся там? А интересно, ребятки наши успеют резнуть? Нормально, нормально. Все резнули, все победили. Я там бобер. Там тоже павлин какой-то, жесть. Посмотрите, там павлин в меня врывается. Ой, там змея какая-то сильная. И баг там сильный, ё-моё. А чё такие душные? А чё такие душные, я не понял. О, баг промахнулся, заметили, да? Ну, короче, надо валить. Ребят, что я могу сказать? Я, конечно, как мог бахал, но... Этого мне не забахать, там, как вы понимаете. Еще один склад сбоку душит. Давайте попробуем что-то сделать с этим складом. Попробуем тот большой склад все-таки завалить, помочь этим ребятам. Хоть как-то. Посмотрим, может даже получится вытащить по итогу. А что эти убежали, кстати, странно очень. Так, о, я сейчас могу их затащить. Изи катка.
Изи катка, просто изи катка. Изичная каточка. Так, ну копье я брать не буду, хоть и очень хочется. Но уже времени не хватает. Как вам, ребятки? Как вам нагиб с Павлина Рави, а? Видали просто? Просто не имба, да? Одно копье, шот всех сразу. Кайф. Вот это имба. Так, ну проблема в том, что мне сейчас немножечко не хватает маневренности. Как-то он слишком медленно стал двигаться. Ну давайте попробуем подоминировать хоть как-то здесь. Вот тут кого-то еще бьют, офигеть. Кстати, я бахнул только что дробовиком. Почему-то у меня полетело. Да блин, откуда... Вот же Дона такая гадская, а? Видали? Просто из ниоткуда вылезла. Мне надо сейчас хоть кого-то убить, чтобы... Ага. Чтобы хоть как-то получить преимущество. О, отлично. Да, трипл килл сделал. Доны тут я не вижу. А, тут еще один сквад, серьезно? Смотрите, какая там Дона жесткая. Смотрите, стеночку поставила. Ля какая. На! Домой. Дона там бежит, смотрите, думает, что затащит. А у нас тут кенгуру как бы еще есть. Какая же Дона, кстати, жесткая попалась на самом деле, да? Никс тут быкует еще. Так, бахаем. Все, убил я Дону, отлично. Никса попробуем тоже убить, но он просто странный очень. Фух, убил. Ну как вам, ребятки? Слабый персонаж? Особенно копье слабое, да? Очень слабое копье. Фух. Как-то что-то не душно. А там, если что, был у них 13-й баг и 10-й баг. То есть 13-10-й баг, у них был еще Павлин 7 уровень. А на самом деле Павлин 7 уровень, по сути, по силе такой же, как и я. Будь у него копье просто, он его кидая так же, как я, он бы столько же урона нанес. Потому что там эти все, как вы знаете, у нас есть подкрутки для низких уровней. Ну, в общем, вы все видели. Не имба. В кавычках, конечно, не имба. Вообще ни разу. Просто сильнее бобра, мне кажется. Хотя, на самом деле, бобра... Не, бобер сильнее, бобер сильнее. Но бобер какой-то, знаете, он такой. Что ли, ну чуть-чуть не такой. Мне кажется, как-то... Бери, Крабик, бери. Мне кажется, что-то Павлин посильнее будет. Хотя, может, я бобра просто неправильно раскачал. Может, его тоже нужно там перераспределить атрибуты и затащить. Ну, не знаю. Ну, просто у бобра получается такая штука, что у него гранаты. И как бы и гранаты, и лук, и копье. И такая имбища лютая, да? И всем этим нужно пользоваться. А если мне этим не пользоваться, то как бы обидненько становится. А у Рави тут как бы копье, лук, которым не всегда можешь попасть, да? Хотя им тоже удобно пользоваться. Ну и дробовик. То есть у Рави все-таки получается дальность больше, общая, да? Если у бобра граната, ну, не такая дальняя, лук тоже не такой дальний, да, то у Равика как раз эти два параметра, они дальние, и получается Равик по 3 оружиям сразу на дальнюю дистанцию ходит. А бобер все-таки у нас больше среднюю дистанцию, из-за этого его часто, ну, ему часто приходится драться вблизи. А Равик чисто может, он прям на максимальной дистанции, плюс вот эта штучка может помочь очень сильно против средней дистанции, таких же там бобров, дальников и всего остального. Ну, пока что у нас все хорошо, можно расслабиться. Ребятки там что-то залутали, копье золотое. Хорошо. Хорошо, прекрасно, у нас есть 2 аптечки. Вижу противников. Бахаем сейчас по ним. Бахаем эту, чтобы знали, как быковать на меня. И бахаем так. Бахаем стеночку. Кстати, заметьте, какая быстрая КДшка у этой штуки. Жесть, там видали, Никс с дефибриллятором был. Опа, домой. И бобра сейчас добьем. Ну и все. Как бы затащили. Кстати, там Дона, что ли, поплыла? Или мне показалось? Да, смотрите, там еще противник. Ля, там легендарная граната у Никса. Ты шо, Никс? Офигел, да? Блин, я промахнулся копьем. Обидно, обидно. О, этому бахнули, поэтому бахнули. Ну или все, минус там. Минус противники. Изи катка. Очередная. Блин, а я тогда не ворвусь, наверное. Чтобы резнуть нашего кролика. Хотя не, ворвусь. Че мне? Ворвемся еще как. Даже бахну вот так вот. У меня же сандали святого. Я забываю, понимаете? Я вот сейчас не побежал сразу, потому что я забыл, что у меня сандали святого. Я решил немножко выйти, там бахнуть. Ну, в общем, такой. Да умри ты уже. Блин, какой живучий. Я извиняюсь. Живучий очень попался нам. Черепах, хотя он там умирал часто. Брюс стоит в зоне. Жесткий характер у Брюса. Ладно, мы сейчас, наверное, сможем победить. Крабик что-то пытается его спасти или что? Ну, Брюс там явно потерялся просто уже. Без вариантов. С него выпала, кстати, легендарная гранатка, но нам легендарная гранатка уже не нужна. Так. Бахнем автоатакой. Брюс упал. Неожиданно. Он, походу, еще был с уколом адреналина, потому что долго там жил в этой зоне. Нам бы найти противника, может, успеем даже до Брюса убить. Но мне кажется, мы не успеем, они прячутся сильно.
А вон они. Вон они, противнички. Блин, ну эти в бочках убегатели. Убегатели в бочках. Ну просто нет слов. Ну. Ой, вот посмотрите на них, а. Ну вот. Че, нравится змея? Нравится, конечно, нравится. А мы Брюса потеряли. А он с нами неплохо так-то и бегал, там, дамажил, что-то делал. Хамелеон вообще в зоне, походу, умер опять тоже. Вот зачем они бегают? Вот эти уникальные игроки, это просто уникально. Ну, давайте еще один топ-1 возьмем, ребятки, потому что надо закрепить, как бы, рейтинг, победочки, все дела. Имбу. А представляете, у имбы это еще появится отражение. Ну, как по мне, времени на отражение у персонажа нету, как такового, потому что тебе нужно дамажить очень много, очень быстро. Копье перезаряжается очень быстро, дробовик тоже, ну, лук тоже. Плюс активный навык еще, то есть 4 кнопки нужно нажимать. Ну вот, давайте глянем, копье. Пока ты нажимаешь эти 2 кнопки, там же еще целиться луком надо, ты дробовиком плюс-минус целиться надо. У тебя просто нет возможности уже, ну, что-то другое сделать. Такие вот дела, поэтому вопрос по поводу первобытного инстинкта, его использование в правильном русле, ну, знаете, там, с разворотами совсем, это уже такое будет непонятное. Но плюс это то, что когда на тебя ближники заваливаются, ты просто тыкаешь вот так вот активный навык, у тебя появляются щиты, ну, и ты можешь убегать от ближника, а он будет дамажить себя. Ну, если там дробовик, лук, условный орел, опять же, себя шотнет. То есть, вы понимаете, насколько это круто, да? Орел в тебя влетает и шотает себя. Это идеально. Это так, когда на бобре, помнится, играл. На! Попал вроде. Вроде попал я копьем. Ну, я, наверное, пойду... Блин, ну вы что? Ух уж... Боже, эти никсы, это просто нечто. У меня слов нету. Как же они меня бесят. Ну, ладно. Ну, не просто, я понимаю, за львом шли все дела. Ну, как? Там один умер, я не понимаю этого. Как он мог умереть? Ты шо, ля какой? Ворвался, ворвался. Гений врывов. На тебе отражение. Опа, видали? Кстати, смотрите, как красиво. Как же классно работает. Блин, только меня бесит этот зебр. Очень странный просто зебр. На тебе копьем, просто пол хп. Ну, это имба, ну, по-другому не сказать, ребят. Серьезно. На, просто. Причем Фламингос даже не может среагировать. Я не успел хильнуться. Как же они быстро лутают эти аптечки. Были бы нормальная команда, было бы норм. А то с этими челиками неадекватными сложно. Да умрите, вы уже задолбали меня. Павлинские. Ой, павлины. Еще один с ботинком, если что там. То есть вот этот 11, да? То есть, понимаете, у него столько слотов, что ему ботинок уже не нужен. Так, крабканчик я поставил. Че, краб тоже с ботинком? Серьезно? Или это сандали просто? Надеюсь, это просто сандали, потому что, ну, я не вывезу еще краба с ботинком неадекватно. Так, бахаем просто пока что. Пока что так. Особо не целимся. Главное создать движуху, что там мы типа доминируем. Все дела. Похилимся. И арморчик золотой. Все. У меня все хорошо. Лут есть, арморчик есть, хпшечки есть. Можно бахать и побеждать. Ну там осталось против нас уже не так много противников. Это недобитые склады в основном. Поэтому сейчас будет все изи. Там уже никсы выехали за последними героями. О, повидали? Автолуком как попадаю. Красота? Красота. Нормально, бахаем. Автолук тащит. О, видали, кстати, Никс красиво прошел. Ну, пытался красиво пройти. Эх. Ну, кстати, лук видите, куда бахает? Ой, точнее, копье куда бахает. Я говорю про автолук, а бахаю автокопьем. Нормально, нормально, баланс. Он думает, не знает, что я в бочке. Ага, не знает, ладно. Ну, Хамелеон спрятался, будем сейчас его искать, скорее всего. А нет, там Фламингос остался. Ой, как же долго за ним будет идти, как же долго. Посмотрите, какой медленный павлин. На тебе, все. Не убежишь, друг. Ну, вот такой вот бой. 4 никса, конечно, было весело с ними веселиться в рандомчике. Вот ради такого я и захожу в командные бои с рандомами. Потому что, ну, тут не знаю, что будет. Будет эпичный бой или просто пустой слив. Зато всегда весело. Иногда вот соло можно затащить, как я тащил в первом бою. Поэтому, ребятки, Павлин Рави, новая имба текущих боев. Берите, тащите, нагибайте, кайфуйте. Такие вот дела. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.